Друзья мои, всем доброго утра. Вот только начинается утро. Самые сильные моменты для проведения ритуалов: раннее утро или закат. В принципе, у мастера и палка стреляет. Можно провести хоть когда. Я как-то показывала свои атрибуты, свои статуи и сказала, что, то есть показав Гаруду, птицу-посланницу, которая на востоке есть жар-птица, сказала, что проведу скоро ритуал и покажу призыв жар-птицы или Гаруды. Естественно, как всегда, выхватили мою идею, я уже об этом снимала, говорила о воровстве моих работ. И тут же выставили сказочный персонаж, жар-птицу. Мало того, что оно лишено вообще силы всякой, так она представляет опасность. Знаете почему? Я вам сейчас объясню. Вообще жар-птица от слова «жар». На армянском языке ее называют «хареген тарчун». В переводе означает «огненная птица». Так вот, дорогие друзья, если кто не знает, это феникс. Это птица феникс. Это та, которая сгорела и восстала из пепла. Это знак непобедимости. И за то, что она добровольно пожертвовала собой во имя человека, боги наделили ее силой. Они сделали ее посланницей своей. Сейчас я расскажу о жар-птице, откуда пришла жар-птица в фольклор, откуда пришла в сказки, и в русские сказки не только, как она называется на Востоке, как она называется в Азии, на Юге, в Африке, что это за создание, что это за дух. И почему очень опасно любому простому человеку, даже таким глупым якобы ритуалом, придуманной ерундой, которая выставлена, в любом случае обращаться к жар-птице. Друзья мои, жар-птица – это огонь. Я почему опасалась долго показывать этот ритуал? Просто сказала, что есть такой ритуал, да, но поскольку выставили, мне нужно вас и предупредить, и показать настоящую работу. Потому что человек, который призывает жар-птицу, даже в шутку, призывает огонь на свою голову. Огонь. И очень опасную стихию. Почему? Потому что очень может быть, что может сгореть дом человека. Очень может быть, что он сам может сгореть, если он шутит с духом жар-птицы. Если он смеет влезть в такие дебри магии и призывать жар-птицу. Одно дело читать сказку о жар-птице, другое дело призывать даже глупыми ля-ля тополя и там ули-були. В любом случае вы призываете эту силу, вы ее пробуждаете и злите. И поэтому простому человеку нельзя провести этот ритуал. Почему я сейчас вам не выдаю этот ритуал? Не потому что я жадная, а потому что вы можете вовлечь на свою голову огонь. Именно поэтому я вам говорю, это для практиков. Если вы проведете этот ритуал, не будете слушать моих слов, то грех на вас. Вы меня понимаете, друзья мои? Что означает жар-птица? Вообще у меня несколько ритуалов жар-птицы. Просто сейчас я выбрала более такой, можно сказать, безобидный. Это когда практику нужна помощь, сильная помощь. Я здесь привела некоторые там просьбы через нее, через жар-птицу. Но обычно я провожу по более страшным делам, скажем так. Вы знаете, как сгорают дачи и дома? Очень сильно сгорают. Правда, еще люди не горели. Не хочу я такое наказание на людей насылать. Просто не хочу. Представляю, что это страшно, и не хочу. Но если человек сильно заслужит, конечно, могу и туда послать. Я могу жар-птицу, которую у меня украли, идею, могу послать туда, куда надо. Пока еще предупреждаю. Пока еще, знаете, такое рычание львицы. Предупреждаю, добрые мы люди. Мы очень добрые, мы добродушные люди. Пока предупреждаем и говорим. Но если уж правда не понимают, уже и жар-птицу, и кого только мы туда не отправим. И отправляем. Так вот, кто есть жар-птица, что за персонаж? По древнему поверью, птица
подружившись с человеком, решила спасти его от огня. Но человек, обезумевший, шел на огонь. И тогда птица бросилась в огонь и загорела. И человек очнулся от этого сна, он понял, что он натворил, и начал горевать о такой верной птице, которая за него погибла. Боги услышали мольбу человека и вернули птицу к жизни, назвали ее Феникс, что означает «воскресшая». Так вот, вернули, но они создали ее обратно из огня. И она уже состоит из огня, а значит, не горит больше, потому что она сама огонь. Люди сильные, их ассоциируют с фениксом. Люди, которые сгорели много раз, от боли сгорели, это символически гореть. И возродились к жизни, они уже сами огонь, их не спалить. То есть они сами уже воскресшие из огня создания. Так вот, птица Феникс или жар птица, слово жар, о чем говорит? Жаркая, огонь, огонь-птица. Она персонаж многих легенд, сказок, многих сказаний. Ее на Востоке называют, в Средней Азии ее называют Симург. В восточных сказках, даже в религии Востока, она есть Симург, птица, которая доставляла святых из одного конца мира на другой за короткое время. Есть легенда, сказка, где Симург переносит человека в потусторонний мир. То есть эта птица посланница того света, и она показывает человеку, то есть переносит во временные отрезки, переносит в какие-то места, где ему недоступно, то есть тайный открыватель, посланница богов. Это птица, которая приходит к человеку, которому нужна помощь. Она же самоотверженная птица, которая собой пожертвовала ради человека. Значит, это ее миссия – помочь. Итак, на востоке Средней Азии ее называют Симург. В Индии, вообще азиатских государствах, где она более известна как индуистская богиня с головой птицы, летающей с крыльями, ее называют Гаруда, посланница богов. В армянской мифологии ее называют Хреген Тарчун. Либо по-другому еще есть персидская версия, но которая у нас тоже осталась. Замруд Куш. Куш означает птица. Изумрудная птица. Потому что огонь, иногда же излучает вот такие язычки, знаете, синеватые, зеленоватые, как изумруд. Изумрудный огонь есть такое выражение. Изумрудная птица. Так вот, это все одна и та же птица, Феникс, которую боги наделили способностью, воссоздали ее из огня обратно, которая нигде не горит, которая их посланница, и если ее умилостивить, если ей понравится, то она донесет вашу просьбу до великих богов, до древних сил. Но эту птицу можно призвать только человеку, который знает, как призвать. Потому что учтите, уважаемые практики, если вы призовете один раз птицу Симург или жар-птицу, то после вашей порчи будут оборачиваться огнем для людей, которым вы это отправите. Неважно, что вы отправляете. Если аварию вы сделали, сгорит в машине. Если прокляли, чтобы он из-за своих слов пострадал, на него выльется кипяток. Но это будет постоянно вот одно и то же. Когда вы проводите ритуал, пусть у вас нигде не будет включена никакая техника, потому что она сгорит. Осторожнее с огнем, все выключайте. Вот такой вот ритуал людям дается. Жар птицу проведите, люди, и горите живем. Ту-ту-ту. Но это практически одно и то же, вы понимаете или нет? Почему я говорю все время, я могу молчать, мне говорят, ну вот зачем вам это надо, вы же сказали, предупредили, пусть люди сами думают. А вот на моем месте можете спокойно жить, зная, что людям дают такие вещи, из-за чего они могут сгореть. Скажите мне, пожалуйста, вы спокойно можете жить, зная такое? Вот и я не могу, я человек.
Зачем взяли эту идею, зачем людям даете эту самопорчу, зачем даете им способ самовозгорания, зачем это надо, для чего вы это делаете? Или специально вы это делаете, или вы настолько тупые, что не понимаете, что вы творите просто. И как я могу не показать сейчас и не сказать, что это только для практиков? Тот ритуал, который я вам сейчас предоставляю, на самом деле вы можете поменять под себя. То есть вы можете призвать и попросить то, что вам хочется, а не то, что я говорю. Да? Я выбрала более такие сильные, оптимальные желания. Вам нужно будет взять водку или коньяк, и желательно фундук, можете орехи, любые орехи, ей это нужно. Потом это оставляете. Кстати, у меня спрашивают, а что делать потом с водкой, там, с теми орехами, сладостями, которые отдаем богам, да? Друзья мои, они обладают энергией. Почему мы обкуриваем какие-то там травы? Почему мы ставим какие-то вкусные вещи и прочее, прочее? Почему? Потому что они отдают энергию тем силам, которые приходят послушать и помочь в нашем ритуале. Да? Естественно, они то есть, вытаскивают эту энергию. Водку оставляем, пока она полностью не улетучится. А это через несколько дней, можно 3 дня оставить, потом выкинуть. Потому что они уже никакой энергией, силой и вкусом не владеют. Все, их выжили. С них взяли все, что надо. Это можете выкинуть. Хоть в мусорку, ничего страшного. Итак, вам нужны будут 2 свечи. Черная свеча и красная свеча. Черная – это ваша воля, тайна, которую она перенесет и отправит, и скажет, и, скажем, передаст богам. Красная – это ее стихия огонь. Еще раз говорю, будьте осторожны. Не уверены, не проводите это. Только практика. Эта стихия может вызвать огонь, но не на вашу голову. Просто после этого любая ваша порча будет оборачиваться огнем, потому что вы подружились со стихией огня. Она огонь. Начинаем. Я призываю великим словом, могучим заговором древней магии и открываю врата вселенского хаоса. Я призываю дух древней колдовской птицы, изумрудная птица Симург, призванная жар-птицей, ты, посланница древних богов, огненная, великая Симург, жар-птица, призываю тебя, приди духом своим, услышь мою просьбу и донеси до великих богов. Прошу у них наказание моим врагам. Прошу у них силу и власть. Прошу у них богатство и славу. Передай им, великая птица, посланница богов. Донеси им мою просьбу. Попроси их за меня, ведь у тебя доброе сердце. О, великая птица жар, изумруд Куш Востока, посланница богов Гаруда Азии, птица Симург Юга, вся единая в одном духе, и сила едина, и воля едина, силой своей птица жар, исполни сказанное. На крыльях своих изумрудных принеси мне удачу. Примчи мне великую удачу, да власть над врагами. Донеси до древних богов мою просьбу, да исполнится. Я призываю дух великой птицы жар и прошу мне помочь в моих делах. Посланница великих богов, пусть ко мне милостиво, услышь, исполни, не наказывай, помогай, подсобляй. Да будет так. Благодарю, благословляю и отпускаю. Истинно заклято. Скатерть должна быть красная. Черная красная свеча немножко зашатала. Это стихия огня, запомните. Только для практиков. Остальным опасно. Грозит пожарами. Всем удачи!